Ух ты, уже, уже смотрят. Итак, всем доброго вечера. Э, Изначально скажу, что сейчас будем обсуждать шепотки, не ритуалы, не заговоры. Откройте мой ролик «Тайна заговора», откройте мой прямой эфир «Тайна заговора», и там про заговоры, и про персонажей заговоров и шепотков очень подробно рассказано, чтобы не отвлекаться сейчас на то, о чем я уже рассказывала. Мы будем говорить сейчас о другом. Дорогие друзья, что такое шепотки? В принципе, шепотки тот же самый заговор, но за одним исключением. Шепоток – это быстрая помощь. Заговор тоже есть категория заговоров, которые для быстрой помощи, но шепоток – это призыв определенной силы, призыв определенной спасительной энергии в эту же минуту, в сию минуту. Когда некоторые идиоты пишут: дайте шепоток, чтобы там у сына все было хорошо, дайте шепоток, чтобы я была счастлива, дайте шепоток, чтобы я разбогатела и так далее, мне хочется чем-нибудь дать им по голове, потому что я ненавижу тупые вопросы. Шепоток – это быстрая помощь вот здесь и сейчас. Итак, шепотки делятся на две категории. Ритуальные шепотки и шепотки-скоропомощники. Почему шепоток? Почему шепотом? Почему называли шептуньями тех, кто по-быстрому снимал боль, отшептывал грыжу, еще что-нибудь? Почему? В чем разница? Дорогие друзья, шепот, шипение – это язык темных духов. Если вы когда-нибудь были в таком состоянии полудреме, и вам казалось, что рядом какое-то движение, какой-то разговор, как правило, вы слышали шепот. Шипение – это язык темных духов. Именно поэтому, для того, чтобы быстрее призвать эту темную силу на помощь, шипели, говорили шепотом, шепоток. Есть несколько версий. Во-первых, говорят, что ведьмы не хотели, чтобы кто-то запомнил их заговоры и говорили, нашептывали. Но это не совсем правильно, потому что вы не запомните ничего, если я вам это не подарю. Если вы сядете рядом со мной, я буду громко говорить какой-то заговор, я вас уверяю, что как только вы от меня выйдете, вы забудете этот заговор. Вы даже слова помнить не будете, что я вам говорила, потому что вам это не дано. Второй момент. Поскольку за тайные знания, сакральные знания была очень большая плата, ведьмы не хотели, чтобы люди расплачивались за эти тайные знания. То есть они не услышали, не узнали, им платить не за что и незачем. Потому что за тайные знания есть большая расплата. Может быть, все эти версии имеют место быть и имеют право на существование, но все-таки шепоток – это определенные звуки Вселенной, это язык темных духов. Далее. На определенных частотах находятся определенные силы, которые предназначены для того, чтобы прийти на быструю помощь. И когда человек шепчет, он себя равняет с с этими частотами. Он как, грубо говоря, как попадает на волну, радиоволну, понимаете? Этим определенным шепотом соединяется с этой частотой и оттуда притягивает себе энергию, спасительную силу. Итак, шепотки делятся на двое: ритуальные шепотки и скоропомощники.
Шепотки, в отличие от заговоров и ритуалов, абсолютно не рассчитаны ни на лунные циклы, ни на какие-то специальные дни, ни на специальное время. Потому что это скорая помощь. В эту минуту и сейчас. Если за вами кто-то гонится, вы не будете ждать полнолуния, пока там нашептаете от него, да, от врагов. Вам нужна помощь в данный момент и сейчас. Многие мои шепотки спасли многим жизнь, если хотите знать. Много раз писали здесь. И помогали избегать аварий, и помогали выйти с темного угла невредимыми, живыми и так далее. Итак, первая часть давайте пока обсудим. Ритуальные шепотки. Когда вы шепчете, соединяетесь вот с этими частотами звука, где находятся определенные сущности, но при этом совершать еще какое-то действие. Например, нужно зажечь свечу и шептать на свечу вот следующее. Да? Следующий заговор. Заговор может быть любой. Можно активизировать огнем, нашептать себе деньги, которые тебе нужны. Можно, например, зажечь спичку, на огонь начитать от проверок и от всего. Потом пойти, и эта проверка тебя обойдет стороной. Это называется ритуальные шепотки, когда при том, что тебе нужно нашептать, еще какое-то действие нужно выполнить. Что-то еще помимо этого тебе нужно делать. То есть или зажечь свечу, или открыть окно, почитать на ветер, да, или, например, подождать, пока дождь пойдет, и вот начитать этот шепоток именно для таких случаев. Это ритуальные. Ритуальные шепотки – это не скоропомощники. То есть это делается при спокойной обстановке. Добрый день, Василий. Делается, скажем, после подготовки. Значит, делается после определенной покупки, что-то покупается, что-то ставится, что-то делается и нашептывается. Это уже не заговор, ритуал, это шепоток, но шепоток ритуальный. Такие шепотки существуют. Ну, например, шепотом заговаривает бабка, скажем, грыжу, да. Она говорит: принесите мне то, принесите мне воду. На воду нашептала, там этой водой, значит, опрыскала, помыла лицо, потом вытерла подолом. Там нужны действия, согласны? Там нужно что-то сделать, что-то купить, что-то принести, что-то подготовить, чтобы нашептать определенную болезнь. Отшептать, извиняюсь, отшептать. Нашептать – это привлечь. Отшептать определенную болезнь. То есть это ритуальный шепоток. Потому что для этого требуются определенные действия, определенные затраты, какие-то там вещи, что-то нужно купить, что-то нужно поставить. Асель Хасанова пошла вон отсюда. Свободно. Сказала, тупые вопросы не задаю. Значит, прежде чем, когда вы заходите на мой канал, прежде чем задать какой-нибудь дебильный, идиотский вопрос, изучите мой канал. Я говорила 100 раз, меньше чем 2 недели вы, если не изучили еще, не подходите ко мне ни с какими вопросами. Не подходите. 2 недели изучите, все найдете там по полочкам, у вас вопросов больше не будет. Изучите 2 недели, только после этого смейте мне задавать вопросы. Потому что когда вы приходите и начинаете говорить: а вот есть шепоток, чтобы там деньги привлечь, а есть шепоток, вы меня выводите, я вас могу послать. Если вы посмотрите мой канал, вы увидите, что есть тысячи шепотков, которые я подарила. Пока вы не изучили мой канал хотя бы минимум 2 недели, ко мне с вопросами не подходите. Потому что вы переспрашиваете одно и то же. Вы переспрашиваете одно и то же. То, что уже давно рассказано, объяснено, сделано. Итак, ритуальный шепоток – это когда для того, чтобы отшептать какую-либо болезнь или беду, нужно подготовиться. Дорогие друзья, если человек сказал, не такое
скажем, ненужное слово, моя бабушка так делала. Когда одна дура сказала, что они собирались на свадьбу куда-то, и матери не выдавали зарплату, она хотела купить себе хорошее платье. И она сказала, вот пусть маме выдадут зарплату, я готова за это свою жизнь отдать. И говорит, через несколько минут подбегает соседский парень и говорит, вот вам просили передать, вот зарплаты уже привезли, в общем, зайдите к директору, она вечером будет вам всем раздавать. У меня, говорит, из рук все выпало от страха, потому что дочь сказала, вот пусть лишь бы вот зарплату маме выдают, она настолько хотела на эту свадьбу, я готова жизнь отдать за это. Или такой, знаете, момент, когда женщина в своем иступлении говорит, там муж уходит к другой женщине, она говорит, пусть хоть там готова детей отдать, хоть что отдать, лишь бы он вернулся. Он возвращается, через некоторое время дети попадают в аварию и погибают. Понимаете? Слова, которые ты обменялась, ты поменялась местами. И вот в таких случаях вот эти женщины, деревенские ведьмы, отшептывали не то есть слово, которое человек произнес, не понимая, да, невольное слово, которое может сбыться. И вот когда вот эта женщина к нам пришла, у меня бабушка посадила напротив печи, сказала, смотри на огонь смотри. Она смотрела, у меня бабушка что-то там шептала, нашептывала, потом дала ей воду попить. И после этого сказала, 3 дня будет ужасно болеть, на эту свадьбу не попадет, но зато будет жить. Это ритуальный шепоток, дорогие друзья. Поэтому, если вы думаете, что шепотки это только вот то, что только что вот нашептали, и остальное это не шепотки, это большая глупость. Шепотки делятся на два. Ритуальный шепоток и скоропомощник. И то, в принципе, скоропомощники в какой-то мере, но ритуальный шепоток – это как ритуал, это как действие, целое действие, для которого нужно что-то купить, нужно подготовиться и прочее. Это одна часть шепотков. Вторая часть шепотки – скоропомощники. То есть это моментальная помощь, которая должна прийти тут же. Ну, например, кто-то за вами идет, а вы говорите «тьма тьмучая, их крылья надо мной», да, и так далее. Я вам давала эти шепотки. Недавно мне девушка написала, она плохо видит, а говорит, что остановились, чтобы ее подвести. Ей показалось, что это ее коллега по работе. Я, говорит, села и вижу, что там впереди еще кто-то сидит в наколках, очень наглые типы. И я начала шептать, и они куда-то там собирались в сторону поехать. А так получилось, что им позвонили, и, в общем, они с досадой, значит, ее высадили и поехали дальше. Это ее спасло. Шепоток. Моментальный, мгновенный. Ну, например, ты видишь, что гаишник подходит, шепчешь, отводишь ему глаза, и он уже тебя не видит, понимаете? Вот, видите, и вас спасло. То есть вы призываете определенную силу, эта определенная сила приходит, слышит вас, узнает знакомые фразы, знакомую интонацию, и он на одной волне, вот на одних частотах находится с вами, с этим голосом. И она, эта сила, спешит к вам на помощь, и тут же вам помогает. Про какого мужика? Я пропустила что-то? Я пропустила что-то, Яна. Может быть, он что-то видел. Может быть, почему бы нет. Так вот, дорогие друзья, шепотки, они слабее, чем ритуалы? Нет. Шепотки, они никак не слабее, чем ритуалы. Но шепотки рассчитаны на определенный случай. Ну, например, чтобы безопасно дойти до дома. Ну, например, чтобы тебе продали по той цене, по которой ты хочешь. Ну, например, потраченные деньги, чтобы вернулись. Вот нашептала на деньги, и деньги вернулись обратно. Нашептала на банковскую карту, и туда начислили деньги.
Нашептала от головной боли. Нашептала, и сосед тебя не заметил, который тебе был неприятен, да, обошел стороной, то есть вы разминулись и так далее. Шепотки – это быстрая, сиюминутная помощь. Но сиюминутная помощь, которая, скажем так, без подготовки, она больше рассчитана на защиту, на деньги, на то, чтобы тебя не заметили люди неприятные. Ну, например, там проверяют, ревизию устроили или что-то еще. Опасность и так далее. То есть больше касается безопасности, денег, денежной силы, чтобы нашептать, чтобы, ну, помогло. И здоровье. Вот это шепотки скоропомощники называются. Но первый вариант, который я вам сказала, ритуальные шепотки, это точно такая же скорая, быстрая помощь, но она как бы носит более долговечный характер, потому что если вы зажигаете огонь и шепчете, да, на огонь, ну, предположим, вы усиливаете энергию огня, и через эту энергию огня нашептали себе какую-то защиту, чтобы она сожгла все опасности, и вы могли спокойно пройти эту проверку. Значит, эта проверка, ну, надолго, на столько времени, сколько эта проверка будет идти, этот шепоток будет срабатывать. Нет шепотков на все случаи жизни, чтобы все было хорошо, чтобы все переженились, чтобы все там вышли замуж, чтобы все кого-то нашли и прочее. Такого шепотка нет, панацея от всех бед. Силы любят, когда мы, скажем так, постоянно обращаемся, постоянно уважительно обращаемся, и тогда сила нам помогает, нас слышит. Так вот, еще раз говорю, почему именно шепотом? Потому что шепот – это язык темных духов. Большая луна, а у нас не виднеется. У нас, ну, вот полнолуние, поэтому так штормит чуть-чуть, но не сильно. Прошлое полнолуние было вообще омерзительное состояние. Сейчас более-менее так, ничего. Нет, не видела. У нас тут темное небо. Итак, да. Итак, дорогие друзья, все ли шепотки можно делать обычному человеку? Нет. Обычному человеку можно делать шепотки, направленные на свое оздоровление, например, чтобы боль прошла, чтобы легче стало. Значит, свои шепотки, то есть какие можно еще делать? Нашептать на красоту, чтобы понравиться. Нашептать на начальника, чтобы он не сердился или замолчал. Нашептать, чтобы муж не ругался, чтобы заткнулся и так далее. То есть донести до темных сил очень быструю информацию о том, в чем нужна их помощь тебе в данный момент. Итак, дорогие друзья, поскольку тема, она, в принципе, шепотки, там объясняется, ну, не очень долго, да, именно персонажи заговоров, почему они работают, каким образом и прочее, это уже отдельная тема, и я об этом говорила. Можете открыть и посмотреть все, тайна заговора. И там все это сказано. Давайте с вами обновим и еще раз закрепим этот материал. Какого типа бывают шепотки? Ну, в общем, как они делятся на две категории и как эти категории называются, те, кто слышал меня изначально всю мою лекцию. Так, первая часть – скоропомощники. Ритуальные? Нет. Ритуальные и скоропомощники. Безмолвных шепотков быть не может, потому что это нужно произносить. Итак, что такое ритуальные шепотки? Как мне объясните? Ритуальные шепотки – это когда нужно что-то подготовить, что-то сделать для того, чтобы отшептать или нашептать. Отшептать – это очистить, убрать что-либо, да? Нашептать – это привлечь.
Нашептать себе имущество, нашептать себе защиту, отшептать свою болезнь. Вот разница. С алтарем. Не обязательно с алтарем. Там нужно что-то, скажем так, подготовить. Ну, может быть, сила огня нужна, может быть, скажем, ткань нужна, да, может быть, вещь человека нужна, может, фотография чья-то нужна, все что угодно. То есть для этого нужны материальные, определенные материальные составляющие. Дальше. И вторая часть – это шепотки-скоропомощники. Это шепотки, которые как бы привлекают быстро то, что ты хочешь, да, здесь и сейчас. На что нацелены шепотки, которые можно делать простым людям? Огонь. Ну, у меня всегда порталы открывают, поэтому это неудивительно. Шепотки в основном нацелены на здоровье, да, ну, на быстрое, чтобы боль убрать, на то, чтобы обойти, например, какую-то проверку, на деньги, в срочных делах, да, на защиту, на спасение. Спасенные есть шепотки спасения просто, которые спасают. Ритуальные шепотки то же самое, но ритуальные шепотки рассчитаны на долгий срок, потому что если это скоропомощники, вот кто-то там за тобой гонится, ты нашептала, и он исчез, куда-то ушел, все, ты спаслась. А если это ритуальный шепоток, то это что-то будет действовать у тебя намного дольше. Да, для шепотков не важен лунный цикл, день, время и так далее, потому что человек не будет ждать, пока луна станет такой или сякой, или такой-то день подойдет для того, чтобы нашептать и звать темных духов на помощь. В этих шепотках уже есть ключ. Они уже с ключом, но поскольку они за один раз забирают энергию и делают, как вы хотите, да, то есть, поэтому, дорогие друзья, они ненадолго, недолговечны. Бывает, что, да, бывает, что за шепоток нужно расплатиться, но не за шепоток именно, а за действие. Вот что-то случилось, да, есть шепотки, где ты что-то обещаешь. Если что-то получилось, ты расплачиваешься этим духом, отдаешь какую-то плату. Теперь скажите, пожалуйста, почему шепотом? Из-за чего шепотом нужно было говорить? Вариантов несколько. Первый вариант. Говорили, чтобы люди не слышали эти слова, да, эти сакральные знания, и за это им не пришлось расплачиваться. Вариант второй. Значит, чтобы все уже забыла сама. Да, это версия о том, что якобы чтобы не слышали люди и не пришлось им расплачиваться. Вторая версия, что просто чтобы люди не слышали, не взаимствовали. Но на самом деле шепот – это язык темных духов. Шипение, шепот. Как говорят змеи? Змеи – проводники между человеком и темными силами. Они шипят. И если вы когда-нибудь нечаянно оказывались в таком состоянии полудреме, полуобморочном состоянии, полупонимающим, полуразумным, то вокруг вас были шепот, был шепот, жуткий шепот, то есть разговаривали шепотом. И шепот, он создает определенную, знаете, частоту. На этих частотах обитают те самые духи, те самые силы, которые вас слышат. Если вы, например, громко скажете, например, помоги мне, там такая-то сила, спаси, помоги и отведи беду, может, и отведут беду. Но когда, вот правильно, но когда вы шепчете, вас сразу слышат эти духи, потому что вы сразу же как бы ловите те частоты, на которых они обитают и живут. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что про шепотки поняли все. Я просто решила сегодня небольшим прямым эфиром разъяснить шепотки. Нашептать – это привлечь, отшептать
это от себя отсечь. Это, то есть, изгнать. Вибрация здесь ни при чем, здесь чистота. Вибрации, оставьте это слово, вибрация раздражает меня. Ну так Гарри Поттер писали люди, которые... Понимаете, в каждой сказке есть своя правда. Я как-нибудь об этом тоже сниму и скажу. Кстати говоря, меня просили снять про шахматы. Дорогие друзья, у меня есть ролик «Мистические шахматы». Откройте и посмотрите. Я про шахматы давно-давно уже рассказывала. И очень много рассказывала. Вот. Итак, теперь вы знаете, как делятся шепотки. Вы знаете, что можно простому человеку делать, на какую тематику, как правило, бывают шепотки. И почему шепотом говорят? Потому что есть определенные частоты, на которых обитают духи. Если ты говоришь шепотом, они тебя слышат. Если ты говоришь громко, они могут не помочь. Да, вот это хорошо. Тогда откройте и посмотрите. Мистические шахматы, ведьмина изба. И это в моих других каналах, но все-таки эта информация можно найти, и она есть. Все, дорогие друзья, это эфир не очень долгий, потому как слишком долго говорить в этой теме не о чем. Это просто объясняется, да, структура, техника всего. И еще потому, что я уже несколькими темами полностью объясняла, почему, да, ну вот хорошо, полностью объясняла, почему такие персонажи берутся в заговорах и ритуалах, что они делают, откуда они, откуда их история и прочее. Так вот, дорогие друзья, откройте и посмотрите «Тайна заговора». И лекцию можете посмотреть, и прямой эфир, и многое станет на свои места. Всем удачи и всех